Всем привет, меня зовут Константин, и это другая сторона. Сегодня мы с вами отправляемся в Матрицу. Наконец-то. Два или три. Казалось бы, обычное видео пользователя TikTok, который решил заснять оленей, что паслись возле проезжей части. Однако данное видео вызвало ажиотаж среди зрителей и бесконечный поток обсуждения из-за одной неожиданной особенности. Смотрите, что произошло. Проезжая мимо двух пасущихся оленей, камера необъяснимым образом фиксирует третьего, который появляется, казалось бы, просто из воздуха. Одна из самых популярных теорий, которая была предложена зрителями, говорит о том, что потенциально это мог бы быть сбой в матрице. Эта гипотеза основана на концепции, что мы живем в смоделированной реальности, как в культовом фильме «Матрица». Если согласиться с этой точкой зрения, то появившийся третий олень может быть результатом ошибки в коде системы, что заставляет его материализоваться без объяснения причин. Скептики говорят, что появление третьего животного в кадре – не что иное, как уловка перспективы. Они предполагают, что олень мог изначально не попасть в поле зрения, из-за чего казалось, что он материализуется из ниоткуда. Объясню, почему ты здесь. Потому что ты сомневаешься. Один считает это настоящим сбоем. Другие скажут, что это сбой в матрице. Странная мысль, но ее не отогнать. Она как заноза в мозгу. Считаешь по-другому? Напиши свой комментарий внизу. Исчезающий знак. Популярный британский блогер провел паранормальное исследование тюрьмы с привидениями. Он сказал, что не верит в призраков или сверхъестественное и захотел провести собственное честное расследование, чтобы попытаться доказать, что мира паранормального не существует. Стоит отметить, что после эксперимента он сказал, что до сих пор не верит в потустороннее. Однако, его удивил очень странный момент на видео, который он никак не смог объяснить, а его зрители сразу назвали это сбоем в матрице. Давайте посмотрим. So he loves it. So this is one of the areas when we get paranormal groups coming on the weekend. This is one of the areas where they get the most activity with balls. They normally take 3 shots with a flash and 3 shots without, and about 90% of those have ball activity. No. So in here? Yeah, so take a few shots. You know, try it. I'm not a big believer in all this. Okay. В начале просмотра сразу появляется мысль, что технология ночного видения, которая используется у них в камере, просто не фиксирует надписи, и кажется, что так должно и остаться. Однако более поздняя сцена показывает, что эта же камера четко показывает надписи на плакате позади них. В комментариях мнения разделились. Одни списывают данный случай на сбой в работе камеры, а другие считают, что это доказательство того, что мы живем в матрице. Матрица повсюду. Она окружает нас. Даже сейчас она с нами рядом. Конечно, ты можешь увидеть уловку света, но так ли это? Отражение. В следующем видео мужчина заметил кое-что странное у себя в доме и сразу понял, что обнаружил нечто уникальное. Давайте посмотрим, что ему удалось заснять. I've been trying to figure out how to do this. It's a real glitch in the Matrix live. I'm moving closer to my front window where the sunlight would supposedly come in.
but there's no sunlight coming in and hitting that light, right? So I'm holding my phone, I'm just gonna walk closer and closer, and as we walk closer, look at the reflection. Damn it, I had the phone plugged in. Look at the reflection. The lights are on. But the lights are not on. Как мы видим, в отражении заметно, что свет в комнате включен. Однако, как утверждает сам мужчина, он выключен и даже показывает нам это. Затем старается одним кадром идти до отражения, как бы показывая, что это не монтаж. Зрители ролика пишут, что это реальный сбой в матрице, который многие сами наблюдали и не раз. А что насчет вас? Были ли у вас подобные случаи? Если да, то интересно было бы почитать. Шагающие деревья. Следующее видео довольно старое, но не менее интересное. В июле 2009 года в одном из городов штата Мэриленд местный житель заметил что-то действительно странное, происходящее у него на районе. Хорошо, что в этот момент у него под рукой оказалась камера, чтобы записать это странное событие. Посмотрите. Как вы могли заметить, это выглядит так, как будто несколько деревьев выкорчевывают себя и перемещаются за дом и обратно. Один за другим они двигаются, но почему-то остаются в вертикальном положении. Это продолжается более 6 минут видео. Теорий за эти года скопилось великое множество. От снежного человека, который вырывает деревья с корнями и таскает их по округе, до, конечно же, сбоя в матрице. К сожалению, автор ролика не приблизился к деревьям для лучшего понимания происходящего, поэтому не ясно, что на самом деле двигает деревья. Одной из правдоподобных теорий является то, что существуют гигантские лесозаготовительные машины, которые срезают деревья внизу и могут перемещать их. Так что, возможно, за домом просто работает специальная техника, которую мы не можем увидеть. Увы, мы не узнаем правду, пока это снова не повторится. Фальшивое облако. В один из прекрасных и солнечных дней женщина выходит из своего дома и замечает то, что она не смогла понять и объяснить. Вот что ей удалось заснять на камеру. Where are the clouds? На видео мы видим вершину горы, на которую облако отбрасывает свою тень. Однако есть одно «но». Облака нет. Но что здесь происходит? Зрители ролика предположили, что это просто сожженная трава на вершине горы, или что-то в этом роде. И в этом, казалось бы, есть смысл. Но не все так очевидно. На следующий день женщина выходит на улицу и показывает ту же самую горную вершину, но на этот раз на ней нет абсолютно ничего. Уже после этого все в едином порыве начали утверждать, что это определенно может быть сбоем в матрице, а некоторые предположили, что это была тень от инопланетного корабля. По сей день споры не утихают, но мы с тобой знаем правду.
Медведи Бернштейна. Что случилось в этом видео, пожалуй, один из самых популярных примеров сбоя в матрице. Все дело в книге «Медведи Бернштейна». Книга была выпущена в январе 2003 года, и миллионы людей знают, что название было написано с «е», то есть Бернштейна. Однако, в следующем видео у мужчины в руках книга с буквой «А» в названии, то есть «Медведи Бернштейна». Однако это все меняется в один момент. This book is one of my nephew's books. I'm going to show you as I pass through this doorway what happens, and it's weird. All right, it happens when it gets in the room. See it? And then back out here, normal. Yeah. What the? Yeah. And then normal. Вы это видели? Если вы внимательно посмотрите на видео, тот момент, когда мужчина входит в комнату, название книги меняется на «Медведи Бернштейна» через «е». Но после того, как он выходит из комнаты, буква меняется на «а». Это выглядит действительно жутко и странно одновременно. Люди, увидевшие это, были совершенно сбиты с толку этим видео. Некоторые, конечно, считают, что это просто спецэффекты, и это имеет место быть. Однако другие говорят, что это без сомнения сбой в матрице. Кроме того, есть еще мнение о параллельных вселенных, в которых названия этих книг могут быть написаны по-разному, и почему-то именно в этом месте тональность двух реальностей соприкасается. Он клялся, что говорит правду. Нет, он не сошел с ума. Однако верить ему или нет, каждый решает сам. Появление и раздвоение. Следующие два видео короткие, но показывают кое-что интересное. На первом видео девушка снимает дорогу и замечает следующее. I swear to God, if this squirrel doesn't come back out, I'm gonna have a panic attack because do you see his nose? I'm not going crazy. Oh my God, wait, stop it. There's nothing there. There's not a grate there. There's not a grate there. Where did this just come from? What the He just came out of nothing! Кажется, что на обычной ровной дороге из ниоткуда появляется белка и как ни в чем не бывало продолжает свой путь. Девушка в шоке от происходящего, но, к сожалению, далее она не показывает данный фрагмент дороги нам поближе. Хотя зрители, конечно же, посчитали это сбоем в матрице. Следующее видео более интересное. Мы видим детеныша оленя. Как вдруг оказывается, что их два. Казалось бы, оптическая иллюзия и ничего странного. Один детеныш прячется за другим и создается подобный эффект. Но первые странности уже можно заметить, если посчитать количество копыт. Давайте посмотрим дальше. Never thought I'd see it in the wild. It's incredible. How is it still alive? В конце видео детеныш двигается с места, но как оказалось, он был на этом месте один, и второго просто не существует. Доказательство сбоя в матрице? Или ты думаешь, что это монтаж? Но я знаю правильный ответ. Неестественный взгляд. Следующий фрагмент, загруженный в Instagram, оставил зрителей в полном недоумении. На видео, снятом на митинге Трампа, виден мужчина в костюме, стоящий за кулисами сцены. Зрители быстро заметили, что в этом человеке что-то не так. Обратите внимание на глаза, которые, казалось,
меняли форму и размер на протяжении всего видео. Look at his eyes. That is not normal. Not normal. Странное видео породило множество теорий, наиболее известная из которых предполагает существование рептилоидов среди нас. Если вкратце, то она известна как теория рептилий среди элиты, и она гласит, что рептильные существа, которые могут менять свою форму, контролируют Землю, но не обошлось и без предположений об обычном сбое матрицы, если это так можно назвать, то есть как будто это очередной найденный баг, как в компьютерной игре. А как мы знаем, там часто происходит нечто подобное. Скептики утверждают, что странный внешний вид глаз можно объяснить артефактами на видео, условиями освещения или даже просто монтажом. Ты думаешь, знаешь правду о матрице? Тогда напиши ее в комментариях. Зависшая система. В 2020 году в ТикТоке завирусилось странное видео, в котором буквально ничего не происходит. Десятки овец просто стоят на холме, не двигаясь. Но настоящий страх автор ролика испытал, когда прошло несколько часов, а стадо овец все еще стояло неподвижно. Теперь к теориям. Самое правдоподобное гласит о том, что стадо просто промокло, либо замерзло после сильного дождя, и теперь овцы стоят и дожидаются, пока их шерсть просохнет. Другие предположили, что это настоящий сбой матрицы, то есть они просто зависли, как в какой-нибудь игре. Какие наивные. Вы действительно думаете, что овцы могут замереть так? Супер сила. О следующем видео, загруженном в ТикТок, известно немного, однако данный факт только добавляет еще больше тайны. Мы видим женщину, переходящую улицу, когда внезапно ее сбивает машина. Но ее, похоже, это не особо потревожило, и она продолжает двигаться в сторону камеры, несмотря на то, что автомобиль получил приличные повреждения, как будто он врезался в стену или другой твердый объект. Это видео, конечно, странно. Еще страннее делает его человек, который все это снимает. Можно сразу же подумать, что это компьютерная графика. Однако любители теорий пишут, что эта женщина имеет сверхспособности, так как знает, что она живет в матрице. Помните, как в фильме? Ну ладно, там было не совсем так, но нарушать законы физики они могли. Здесь, судя по всему, что-то похожее. В конечном итоге решайте сами, спецэффекты ли это, или женщина из матрицы. Исчезновение. Пару просмотров этого видео определенно вызвали у меня недоумение. У дамы в белом есть все данные для съемки в каком-нибудь фильме ужасов. Давайте посмотрим видео. Мы видим, как эта женщина проходит мимо охранника, после чего она, кажется, просто растворяется в воздухе. Еще один факт, что охранник, как кажется, тоже появляется из ниоткуда. Если задуматься, то кажется, что это все из-за качества видеокамеры, которая снимает данный фрагмент. Однако, это может быть и место со сбоем, которое заставляет исчезать вещи и людей. Так можно предположить, что оба человека, которые попали на камеру, реальны, но они просто существуют в двух разных измерениях, и время от времени появляются и исчезают в этом и многих других местах. Пора сделать выбор. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора.
Я лишь предлагаю узнать правду. Больше ничего. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Также не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира мистики. И если вы хотите знать о мистике больше, то обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал. Ну что, свидимся в новом ролике. Всем пока. Добро пожаловать. Как вы уже поняли, я Константин.